Всем здрасте. Я на новом объекте. 27 января сегодня 2025 года. Так, внешне оно так вот выглядит. Маленько непрезентабельно, конечно, потому что здесь еще старый домик стоит. Строится новый дом. Вот, завез кирпич. Шамотный кирпич. Пока 200 штук завез. Сейчас его ношу туда. И плюс еще ручной формовки кирпич завезли. 3 вида цвета. Будем комбинировать. Вот. Сейчас покажу, что у нас дома. Будет строиться камин. Камин из кирпича ручной формовки. Так, это старый домик. Будет сноситься в конечном итоге. Так, это новый дом построен. В 3 этажа, можно так сказать. Есть цоколь, есть этаж, есть полумансардный этаж вверху. Вот. Размер такой небольшой, средненький. Заходим вовнутрь. Вот. Вот здесь пока все еще в таком виде. Здесь будет лестница соединять нижний этаж с верхним этажом. Крыши еще нету. Так, и камин будет стоять вот здесь между двумя вот этими колоннами. Труба будет проходить вот здесь вот. Да, перед ригелем. Перед ригелем просверлится 219 труба пойдет. Вот. И он будет с этой стороны. То есть со стороны, сейчас скажу. Здесь будет комната, видимо, какая-то. Портал будет со стороны комнаты. А здесь, когда будем заходить с улицы, здесь просто стена будет. И все. Вот. Какие-то перегородки, конечно, будут еще. Это не одна большая комната будет. Какие-то перегородки, видимо, будут стоять. Что-то будет разделено. Вот. Ну все, пока носим кирпич. Шамотный кирпич носим сюда. Сюда же будем носить ручной формовки. Ну и из этого же, из простого кирпича будет строиться задняя стенка и бутоваться все остальное. Вот. Участок вот такой вот. Здесь выкапывали, видимо, цоколь. Сюда скидывали всю эту глину. Елочки растут. Соседские дома. Горы. Там горы. Красиво. Фазаны ходят. Все здесь хорошо. Время 5 часов. Перетаскал кирпич. 3 вида такого кирпича. Шамотный кирпич. В общей сложности 600 штук. Все, сейчас время 5 часов, темнеет уже плохо видно. Ладно. Вчера было уже темно снимать вечером, поэтому показываю сегодня утром. Сделал себе вот такой теплячок. В одну пленку, конечно, но хоть чуть-чуть будет согревать. Надо было, конечно, двойной, как стеклопакет сделать. Пленка-пакет. Вот, ну, вот так вот сделал. Так, стоит там печурка. Печурка стоит электрическая. Здесь у меня вход. Температура. Температура здесь 2,3. Ну, как бы нормально. Если что, можно газовую пушку поставить. Так, за вчера еще просверлил отверстие под вот такую канализационную трубу, сотку 110-ю, для подсоса воздуха в камин. И вывел, вернее, нулевой ряд для самого камина. Вот такой вот он будет у нас. 12-13 сантиметров будет заливаться. Все по периметру выложил, вовнутрь положил обломки кирпичей и все сверху залил бетоном. Вот щелями, конечно. Все, полностью монолит получился у меня. Все, сейчас начинаем уже работать. Облицовочный кирпич, задвижка, воздуховоды, ну и все остальное.
3,5 киловатта, но замерял, она где-то 1,8 выдает киловатта всего лишь. Нас снежком заваливает. Погода красивая, новогодняя. Так, ну а я за сегодня успел, мало чего успел сделать. По фасаду проложил 2 ряда декоративного камня. Вот, и сделал там задвижку воздуховод. Воздуховод надо перекрывать теперь, узорник делать, заполнять все, ну и так далее. Вот, темнеет быстро, даже лампочка не помогает. Вот, на улице -1, помещение около 4. Печка все-таки маленькая, помогает. 31 января. Сколько это прошло? 4 дня. Что-то о выполненной работе. Так, ну, как бы сделал основание для камина. 4 ряда. Нулевой ряд, 4 ряда. Установил задвижку. Так, задвижку там сделал. Это зольник будет здесь. Там не видно. Там где-то стоит задвижка. Не знаю, сфокусировалась, нет. Так вот. Там где-то задвижка. Вот. Завтра начнем уже выкладывать под камина. Ну, относительно дальше стенки. Но уже не завтра, а уже 8 февраля. 1 февраля выйти не смог. Заклинило спину. Вот. Ну это ладно. Второй день работаю. Не снимал что-то. Так, сделал по фасаду. Сколько здесь? 9 рядков. Вот. И начал выкладывать уже саму топку. Пока светло, решил заснять. Так, вот так вот, чтобы было видно. Чтобы оно не засвечивалось. Так, колосник лежит. Грязненько все в мертели, конечно. Извиняюсь. Не помыл. Здесь тоже все это вот сопельки висят. Тоже это потом помоется. Вот. Начал формироваться зуб. 2 ряда уже зуба есть. Сейчас сзаду покажу. С задней, с тыльной стороны. Ну, с тыльной стороны вообще как бы это все будет закрыто. Я не стал здесь не обрезать ничего, не подкладывать. Вот так это все будет. Здесь. Вот. Базальтовым картоном отделил топку от облицовочного кирпича. Примерно на этом ряду уже будет арка. На этом ряду облицовочного кирпича. Ну, относительно будем подравниваться и шамотным кирпичом в эту же сторону. На этом же уровне. Пока все. Установил арку. Так, это получилось у меня. Шамотного ядра. Начал собирать дымосборник. Дымосборник собирается. Задняя стенка это уже будет труба. Боковые стенки будут собираться до размера трубы. Ну и относительно передняя стенка. Здесь дымовой зуб у нас образовался. Достаточно хороший. Вот, собираем сейчас до размера даже не трубы, а размера задвижки. До размера задвижки. А потом уже переходим на размер. Я давно не снимал. Подзабываю чуть-чуть. Так, ну так, смотрите, сделал арку из декоративного кирпича. Сделал вот такие вот писюльки, или как их назвать, куда будет ложиться балка, деревянная, такая декоративная. Вот, установил задвижку, пока еще не крепил ее по фасаду. Так, по шамоту я закончил. Сегодня я закончил. Вот она труба до самого верха. Там все ватой проложил. Вот так это все выглядит. Вот, осталось, получается, мне только фасад сделать.
фасад сделать. Ну и задок, наверное, тоже надо будет как-то прикрыть, чтобы было более похоже на камин. Вот здесь, конечно, опять же еще не убирался, не мыл. Бардак, творческий беспорядок. Вот. Леса вот такие вот устанавливал здесь, чтобы на них еще городил жердочки, чтобы доставать до самого верха. Так, ну все, я закончил с камином. Вот так он выглядит. До самого потолка. Есть задвижка. Внизу задвижка, воздуховод. Топка. Весь не входит, конечно, в кадр, потому что все здесь в пленке затянуто. Но сзади так и осталось. Все будет отделываться гипсокартоном здесь до потолка. На этом пока все. Так, ну и вот завершающий аккорд. Сделал ведерочка для золы, так называемый зольник. Вставляется сюда, через отверстие, через вот эти вот отверстия воздух проходит и идет подсос воздуха с улицы. Вот. В принципе, все. На этом все, камин закончен. Затапливать не будем пока, это будет позже. Потом вокруг вот этого, где базальтовый картон лежит, декоративным базальтовым шнуром проложим все, и все, тогда уже можно будет затапливать.